он начинает мне говорить: поверните устройство. Доброе утро. Доброе, светлое, замечательное утро. Идем гулять. Идем гулять. Воскресенье. Тихо. Но все-таки люди есть. Переворачиваемся. К сожалению, опять у меня не получилось горизонтальный. Wollen wir hier gehen? Nee, da sind ja die, ist die mit dem Hund lang. Und hier kann man auch jemanden treffen. Okay, komm. Тут ist doch auch Mensch. Вот люди в воскресенье в 8 утра идут уже с палками. Это называется идти за здоровьем. Я надеюсь, сегодня будет хороший интернет. Сегодня будет солнечный день, весь день. Во всяком случае, прогноз такой. У нас сильная жара. Wollen wir jetzt so machen, Frau Warten. Вот, посмотрим. Появился первый наш попутчик или тот, кто ходит с нами на прогулке постоянно. Какой прекрасный лес. Глубина, глубина из-за солнца. Сейчас мы пропустим прохожего, чтобы к нам претензий не было. И пойдем дальше. Вот так. Ну, о чем сегодня? Добрый день, доброе утро всем, кто присоединился. О чем будем говорить сегодня? В лесу, конечно, надо молчать. Это правда, но не всегда. Иногда можно просто поболтать. Поболтать о чем-нибудь. У меня один знакомый, он говорил, ну, когда людям говорить уже не о чем, тогда они начинают говорить про погоду. Вот если картинка портится, вы, пожалуйста, мне пишите. Но вот этот маршрут уже у меня был один раз, поэтому интернет был здесь относительно стабильный. Доброе утро всем, кто присоединился. Доброе, светлое, замечательное утро. Пойдемте гулять с нами. Гуляем по лесу. Эльф. Угу. Я сейчас вам покажу, как солнце в пролеске, да, создает объем. Да, скоро у нас начнется грибная пора. Это завораживающее зрелище, я вас уверяю. Сейчас я вам покажу гриб. Ну, этого мы, конечно, еще не видели, еще рановато для грибов. Подождите. Интересно, это шампиньон или нет? Да, это шампиньон. Подождите, я посмотрю. Это поганка, наверное. Я вообще-то не очень в шампиньонах. Ну, похоже на шампиньон. Муж говорит, не надо отрывать. Ладно, не будем. Ну, конечно, чуть позже будет очень много грибов. Это проверено. Столько белых грибов в своей жизни я не видела, сколько собирала вот в нашем округе. Посмотрите, какая безмятежность. Какая прелесть. Солнце придает такую глубину лесу, да? Картинка не плоская, объемная. Мох подсох. Осенью и в период дождей он прям сплошным красивым одеялом. Доброе утро, кто присоединился. Рада вас приветствовать. Напишите, пожалуйста, откуда вы географически. Я
Мы гуляем, мы с мужем гуляем. Это Германия, юго-запад Германии. Земля Рейнфальц, вулкан Айфель. Очень красивые места, очень красивые. Прекрасный климат. Вот. Уже наш постоянный нет. Кто-то присоединился и пишет привет. Привет, здравствуйте, доброе утро. Напишите, пожалуйста, вы откуда? Географически вы откуда? Вот сейчас я вам покажу светлую часть, солнечную, да, а потом без солнца. Вот это светлое, но я уже вам показывала. Подождите, а сейчас покажу вот темную. Вот видите, картинка плоская. Вообще просветов нет, и поэтому она выглядит плоской. О, кто-то поставил лайк. Спасибо большое. Спасибо. Если вам нравится с нами гулять, оставайтесь с нами. Мы гуляем регулярно. И не забудьте подписаться на канал, если вам это нравится, и оставайтесь с нами. Вот пользователь, который поздоровался, я попросила написать, откуда вы географически. Пожалуйста, напишите. Сейчас мы выйдем на такую опушку, где дорога разветвляется. И у меня всегда сомнения, идти налево или направо. Вы бы куда пошли? Налево или направо? Ну, здесь совсем темный лес. Камера, видимо, нет. Слышно вам, как птица поет? Пожалуйста, ответьте мне. Вам слышно, как поют птицы? Вот отсюда мы пришли. Вот такое божественное, красивое, замечательное утро. Жаль, что я не могу передать вам воздух. Ну, сейчас у нас воздух немножко сухой, потому что у нас засуха. Давно не было дождей. Температура у нас 30 градусов каждый день. Это тяжело. Это не свойственно для нашего региона. Нет. Такого жаркого лета у нас не бывает. Или бывает очень редко. Ну, как видно, что все-таки бывает, потому что растениям тяжело, людям тяжело. Нет, мы с мужем жару переносим очень тяжело. Вот мне муж показывает, покажи, пожалуйста, вот эту часть дикого леса. Вам нравится? Я бы не рискнула сюда идти. Нет, у нас есть свои грибные места, мы ходим по таким тропам, но проверенным. Вот эта сторона, а вот на этой стороне совсем по-другому. Не, вон там березы. Но доброе утро. Доброе, кто присоединился, напишите, пожалуйста, мне, вы географически откуда? Я хотела сказать про березки. Как я вижу березки, меня, конечно, ностальгия чуть-чуть прихватывает, потому что в моих лесах, где я выросла, родилась, были березы. И березовые рощи, они были такие немножко с просветом, не такие густые, так сказать. Наша совсем не такая большая, как казалось раньше. Видимо, это все сделал интернет, потому что интересно, что это за ягоды? Ну вот очень много черники, очень много. Она дикая, когда год влажный, она такая крупная. Но когда больше солнца, меньше дождей, она мельче, но очень сладкая. Я на Южной Германии. Очень интересно. А у вас есть там такие леса?
Южная Германия это Мюнхен, Бавария. У нас юго-запад, Райланд-Фальц. У вас есть такие леса или еще лучше? Конечно, хорошо, если еще лучше. Или такие же. Здесь вот тоже интересно. Немножко солнце попадает. А вообще-то там темнотень. Как будто это поздние сумерки. Южная Германия это примерно где? И вот первый пользователь не ответил, где он географически находится. Я вам сейчас покажу папоротник, который выше меня ростом. Я 1,68 м. Папоротник выше меня. Сейчас я подниму руку, чтобы вам показать. Ой, там вообще-то яма. Нет, я сюда не пойду. Нет, хотела показать на уровне моего роста. Вот этот папоротник выше, чем я. Я 1,68 м. Вот так вот он вырастает. И несмотря на то, что лето в этом году не дождливое. Вот сюда вот я бы не хотела туда пойти. Нет, нет, нет. Вот отсюда мы пришли. Солнышко утреннее. Тишина, как в комнате. Рай на земле. А вот здесь солнце более яркое. Да. А вот человек из Южной Германии, вы давно здесь живете? Ну, я почему спрашиваю, потому что вы пишете по-русски, на русском, и поэтому, видимо, вы из России. Или Казахстан, Узбекистан. Вот тоже. Вот они лес не чистят, не убирают, они оставляют его диким. Они прореживают деревья, чтобы не мешало новым молодым расти, да. Вот дом, который напротив, ой, лес, который напротив нашего дома, он очень хорошо почищен. И теперь можно использовать срезанную древесину и дать возможность расти новой. Да, я родилась здесь, но мои родители из Казахстана. То есть вы в России вообще не жили, вы родились здесь. И как вы хорошо пишете на русском, по-русскому, на русском. Это так похвально. Это здорово. А вы когда-нибудь были в Казахстане, на родине своих родителей, или нет? Еще присоединились люди. Доброе утро. Доброе, светлое, замечательное утро. Вам видно, как солнце встает? Некоторых людей вот эта вот тишина напрягает, давит, а меня наоборот. Я как в другое измерение попадаю. Какая прелесть. Вот это солнечный восход, восточная сторона, да? А это западная. Вот туда, в дальний, да? Вдалеке солнце попадает на верхушки и создает объем. Какая прелесть. Это ж надо, человек родился в Германии и так прекрасно пишет на русском. Как это похвально. Пойдемте дальше. Ну вот такие ветки, вот они просто оставляют там ежи, там какие-то другие животные мелкие. К нам на участок приходит иногда лиса. Да, мы видели ее. И как их рея на немецком, это... забыла, как на русском реи. Косуля, косуля. Конечно, сейчас покажу еще мох. Ну, это, конечно, он подсох, мох. Я в прошлом году, мы были в Казахстане, моя бабушка до сих пор там живет.
Понятно. Вот так вот из пня растет новое дерево. Вообще невероятно. Какая природа мудрая, как это все мудро тут устроено. Почему бабушку с собой не берете в Германию? Она не хочет или не может, или... Доброе утро всем, кто присоединился. Не забудьте подписаться на канал. Мы гуляем регулярно. Вот меня раньше такие призывы всегда раздражали. Раздражали. Но потом я поняла, что везде свои законы, и я не буду нового изобретать. Ну, кого раздражает, мне жаль. Мне жаль. О, лайки пошли. Ура, спасибо большое. Вот здесь пошел... Вот, подождите, давайте на солнце посмотрим. Сейчас я подловлю. Вот. Сквозь деревья. Ну, завораживает, согласитесь. Раннее воскресное утро. Тишина. Ну, на улице, наверное, 20 уже градусов. У нас сейчас жаркий период, да? И вот такая завораживающая картина. А воздух, а тишина. Господи, есть на земле счастье. Люблю лес больше, чем море. И я тоже. И я тоже люблю лес больше. Но море это как-то, ну, не то, что не мое. Ну да, если честно, я моря побаиваюсь. В воде мы только гости. Лес мне роднее. Я выросла. Кто присоединился, пожалуйста, напишите, откуда вы. Я не боюсь моря. Нет, а я боюсь. Как-то, мне кажется, это живой организм, который может обидеться на меня и поглотить. Нет, это, конечно, глупости, но я, правда, боюсь моря. Плаваю хорошо, но я плаваю не очень. Это замечательно. Вот еще раз солнце. Нет, вот сейчас подловлю. Какая прелесть. Вам слышно тишину? Тихо. Да, слышно. Вот лайков мы насобирали. Всегда возникает для наполнения силой внутренней энергии и наполнения. Все правильно, все правильно. Я когда чувствую упадок сил, энергия на нуле, я иду в лес. Правда? Прогулка, движение, плюс энергия леса, они меняют, как сказать, фон, энергетический фон в теле. Вот туда, в ту чащу я бы не пошла. Вот такой скелет дерева. Да. Каждый по-своему наполняется энергией. Мы, женщины, мы должны это делать сами, мы должны, словом, не орежет слух. Мы делаем это самостоятельно, наполняемся энергией, а потом все от нас подпитываются аккуратно. Муж, дети, вселенная, семья, коллеги. Ну, я наполняюсь энергией быстро и легко. Попробую сейчас. Не, мой стабилизатор перепрыгнет. Пойдемте дальше. Нет, сейчас мы кору дерева еще посмотрим. Тоже завораживает. Там как свой мир. Да, вот сколько лет этому дереву. Кто-нибудь знает, напишите мне, пожалуйста. Учительница была в 1 классе. Она выводила всех детей на физкультуру и заставляла обнять дерево и постоять пару минут. Мы, дети, тогда не понимали. Молодец, учительница. Бывают же люди, учителя от Бога. Да? Некоторым учителям просто в лед удается
привить любовь к предмету, а некоторым как раз наоборот. Ну, дерево – это символ рода, листья, финансы. Ну, давайте постоим у дерева чуть-чуть, обнимем его. Вот я обнимаю дерево за вас и делюсь с вами своей энергией, которую я получила от дерева. Сейчас еще шишку покажу, подождите. Здесь их много. Вот она. Да. Род, символ рода. Род – это очень важно на самом деле. Я раньше этого не понимала или недооценивала, так сказать. Род – это очень важно. То есть это однозначно твои корни. Хочешь ты этого или не хочешь, твои корни именно такие. То есть, может быть, кому-то хочется иметь королевские корни. Это все глупости. Корни у тебя такие, какие есть. Их нужно уважать и как бы делать свою часть работы в продолжении рода. Да, свою... Вам слышно? Здесь может быть связь плохая, потому что здесь сплошняком деревья стоят. Сейчас еще раз покажу солнышко. Подождите. Видно? Ну, кто любит лес, тот поймет меня. Вот представляете, люди могут жить в пустыне, когда в жару не выйти из дома. А дома, не знаю, без кондиционера. Как люди раньше жили, тоже не знаю. Или люди работают где-то в офисе на 101 этаже. Конечно, они хотят попасть в такую чудесную атмосферу. Мы все равно с мужем гуляем каждый день, а каждую неделю проводим эфиры. И думаем, что мы делаем пользу людям. Ну, во всяком случае, так мы убеждены. Я, например, 3 месяца назад я открыла YouTube-канал, создала YouTube-канал. И это лучшее, что я сделала за последний год. Это правда. Я много сделала хорошего. Но за последнее время создала YouTube-канал. И это правильно. У нас красивый-красивый сад. И я подумала, почему бы не показывать это людям? Потому что это делает мир добрее, красивее. Кто-то еще присоединился. Доброе утро. Мы гуляем по лесу, болтаем, общаемся. По-моему, сегодня будет ветерок. Вам слышно, как листья шумят? Ну да, вдалеке где-то самолет. Но листья можно слышать. У меня есть постоянные попутчики. Это Александр Сашка, Тамара, потом мистер 94, которые общаются со мной, поддерживают беседу, гуляют. Сегодня их нет. Но есть энергия. Да, сейчас я посмотрю еще сообщение.
птицы. О, сова. Вам слышно? Вам слышно? Пожалуйста, напишите. Ну, даже мои шаги, видимо, слышно. Сейчас мы выйдем на опушку леса, и будет немножко поля. Кусочек поля. Кому-то для получения энергии, для разрядки или для зарядки нужна какая-то большая вечеринка с шумной музыкой, с много народу. Это не мое. Добрый день всем, кто присоединился. Я смотрю, сейчас много людей. Мы гуляем по лесу. Присоединяйтесь к нам. Жаль, что я не могу вам передать свежий воздух. Но посмотреть на нежность листвы я могу вам показать. Конечно, весной это был такой шелк, невероятно нежный. Вам слышно сову? Вообще невероятно. Мы гуляем регулярно. Все, кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь. Буду рада. Сейчас я вам покажу поле. Сейчас мы выйдем, чтобы поменялся. Вам видно? Здесь холмистая. Из-за этого, ну, романтичнее нет. Симпатичнее нет. Слова все неудачные. Вот такая красота в нашем регионе, где мы живем. Сейчас мы еще дойдем до вишневого дерева и придем почти к тому месту, откуда мы вышли. Сегодня у нас много новых зрителей, я это вижу. Пожалуйста, напишите, откуда вы географически, из какой части нашей планеты. Посмотрите, какое чудо. Какая прелесть. Вау. Но здесь может связь оборваться, потому что или картинка размыться. Так, а запах, а запах. Сейчас отцветает уже линда, это липа. Но жара, конечно, ускорила и цветение роз, и цветение кустарников. Сейчас мы дойдем. Здесь есть небольшой фруктовый сад. Но это не наш, конечно. Но мы любуемся. А осенью лакомимся оттуда яблоками. Одно дерево есть очень вкусное. Посмотрите, какая прелесть. Энергия, видать, ушла от нас. Это наша попутчица. Я сейчас имела в виду. Пойдемте к дереву. Или посидим на лавочке. Давайте, наверное, посидим на лавочке. Жарковато. Такая лавка. Конечно, хотелось бы получить какую-то обратную связь. Большое спасибо всем, кто был с нами. Мы обязательно пойдем гулять снова. Присоединяйтесь, подписывайтесь на наш канал и будем гулять вместе.
Будем общаться, будем разговаривать. До свидания. Всего доброго. Приходите. Спасибо большое всем, кто был. До свидания. Завершить.